Здравствуйте, дорогие любимые мои подписчики, а также гости моего канала. Всех, кто пишет комментарии, благодарю вас сердечно, да. И сегодня мы будем смотреть два расклада на тему, что у него на сердце, на двух колодах Ленорман и на Кипер. Я, как обычно, начну с одной, с первой, потом посмотрим вторую. Итак, возьмем, посмотрим атмосферу, то есть в каком настроении ваш мужчина сейчас находится, загаданный вами мужчина, да? Я загадываю здесь вас, вот этого сигнификатор, и мужчину. Вот он, вот такой сигнификатор, сразу чтобы... Смотрите, у него какие-то хлопоты есть казенные, есть переживания, сомнения, да? Может быть, в депрессии находится сейчас ваш мужчина. Также, может быть, он хлопочет по поводу каких-то отношений с казенным человеком, с казенным другом или по работе, да, мужчиной, вот таким вот образом. Ну, давайте посмотрим, что у него на сердце. Спросим у карт, что у него на сердце. Радость какая-то, что-то у него, ну, как бы, знаете, хотел бы он любви, хотел бы чего-то приятного и радостного. Может быть, сегодня пятница, да, он, может быть, хочет какого-то небольшого хотя бы развлечения. Так, давайте посмотрим, я разложу расклад. Вы тут вышли в раскладе, поэтому он однозначно о вас думает, вспоминает, да, если кому это интересно, если вы расстались. Так, ну давайте будем смотреть. Итак, на сердце у него тяжелая любовь, да, как я уже сказала, как он хотел бы радости, может быть, встречи с вами хотел бы, что-то такого, любви он хотел бы, да. Давайте посмотрим скрытые вот эти карты, что они нам более точно расскажут об этой карте. Здесь сейчас, может быть, он занимается какими-то делами, вкладывает свою энергию для того, чтобы заработать денег. Да? По большому счету сейчас он решает какие-то материальные вопросы. Может быть, это связано с какой-то информацией, которую он получил. Может быть, просто он хотел бы решить денежные какие-то вопросы для того, чтобы потом встретиться с вами. Это также может общение быть с каким-то мужчиной огненной стихии. Так, ну вообще, как бы карты показывают, что вот у некоторых из вас вообще мог быть брак, да, а вообще здесь карты показывают о родстве ваших душ, о том, что как бы вы встретились с этим человеком не случайно, и начало, в принципе, очень хорошее. Раз начало очень хорошее, что человек все равно будет стремиться изменить, если у вас есть сейчас какие-то проблемы, вот этого отношения с вами. Да, он хотел бы с вами построить что-то. Это вот карты мне об этом говорят. То есть как изначально он хотел, так и сейчас он этого хочет. А что касается того, что волнует его сердце, это то, что вот ваш сигнификатор здесь выходит, о том, что где-то между вами были потери. Может быть, у некоторых окончился один этап в ваших отношениях. Но здесь, конечно, однозначно он, может быть, у некоторых думает о том, что потерял вас, да, вот такого плана, тяжелые карты.
кармические уроки, которые вы проходите в своей жизни, и этот ваш мужчина также проходит эти уроки, связанные с потерями и именно отношений где-то, или любви, да, но не то, что любви, нет, любовь у него точно не прошла, но если только вы где-то здесь что-то не сделали такое. Дальше я хочу посмотреть, о чем он думает. Он хочет поговорить, конечно же, он хочет найти возможность для радости в своей жизни. Может, ему для этого нужно с кем-то поговорить, наладить общение. Здесь однозначно нужно между вами наладить общение. Он будет искать, он думает, как найти подход к вам, да, как найти подход, может быть, каким-то родственникам, да, то есть, может быть, ему с родственниками какими-то нужно решить вопросы. Тут вот такой момент тоже есть. Ну, или с какой-то женщиной, которая является тоже его родственницей. Ваши чувства сейчас такие, что вы хотели бы убрать тяжесть из вашего сердца также. Вот есть у вас закрытость такая, тяжесть, вы хотели бы от этого избавиться. А он хотел бы наладить с вами отношения, это точно. Он хотел бы, ну, как бы он именно с вами чувствовал себя таким вот мужчиной и хотел бы к вам прийти, хотел бы начать строить отношения заново. Здесь вот мне карты об этом говорят. Я, кстати, не взяла еще итоговые карты, но значит так надо было. Вначале нужно было все это посмотреть. Мы посмотрим обязательно, что будет в конце. И мечтает он о доме. Он мечтает о доме, он хочет заработать на дом. Здесь мне карта показывает, что вначале он хочет встать на ноги, добиться какого-то успеха, заработать деньги, а потом уже, видимо, будет искать возможность для того, чтобы наладить с вами какие-то отношения. Здесь все-таки вот есть такой момент. В будущем, да, вас ждет разговор с вашим мужчиной по поводу отношений, чистоты отношений. Здесь очень хорошие карты, они показывают, что вот когда человек все-таки станет на ноги, будет готов, он тогда захочет поговорить с вами об отношениях и, может быть, решить какие-то вопросы, связанные с вашей любовью. Ну, давайте посмотрим итог. Так. Что будет по итогу между вами? Смотрите, человек однозначно примет решение. Он пойдет в направлении перемен. Он захочет перемен в том состоянии, которое у него сейчас есть. То есть его ментально вот что-то, если любовь человека гнетет, то он как бы подсознательно хочет ведь выбраться из этого состояния. Так и ваш мужчина, ему не нравится, и до сих пор на сердце его печаль по поводу того, что где-то у вас были потеряны отношения, что-то разбито было, и сейчас он принял решение, куда ему идти. Пойдет он именно к переменам, к лучшему, пойдет он к любви. И все вот эти развилки, которые были между вами, да, он это попытается закрыть и оставить в прошлом. То есть если где-то были там, может быть, треугольники, все это он захочет закрыть и оставить в прошлом. Он идет к переменам, и перемены будут связаны именно с разговором. То есть вы, ну как бы, если вот вы сейчас где-то молчание было у некоторых, то будет разговор. Будут перемены к лучшему. Вот не выставляйте, я вам скажу, горы, да, не выставляйте блоки, потому что лучше поговорить на чистоту друг с другом, да, и снять груз. Ведь каждый может думать одно и совершенно не то, что предполагает другой. Да? Вот здесь мне вот такой намек дается. Между вами, я вам говорила, изначально была любовь, изначально отношения ваши были как вот близких родственных душ.
То есть это вы не случайно встретились. И если у вас в паре какие-то были проблемы, ну, с какими-то связанными ограничениями, третьими лицами и прочее. Вот вам нужно было очиститься, да, и вам нужно пройти урок какой-то, чтобы понять, что для вас ценно. Для вас и для него, да, что для вас и для него более ценно в этой жизни. Здесь мне карты говорят, что все будет хорошо, но это только если начальный этап какой-то, да. То есть все будет начинаться с разговора, а дальше уже время покажет. Давайте посмотрим следующий расклад. Он будет на картах Кипр. Я просто здесь немножко вот как-то быстро, наверное, все сказала. Ну, сейчас просто недавно пришла, и поэтому вот мне еще такое вот немножко надо более спокойное состояние для прочтения карт. Так, ну давайте успокоимся и спросим, что у него на сердце. Я буду здесь брать главных сигнификаторов, да, смотреть за вашу пару. И смотрим, где же наш мужчина. Вы вышли, но я вас не буду рассматривать сейчас. Вот он сейчас здесь вышел, недалеко совсем от вас, но тут еще какая-то женщина где-то. Смотрите, он смотрит на карту гроба, да, то есть он понимает, что что-то закрывается в его жизни. Может быть, у него есть страхи какие-то. Здесь закрытие свиданий и встреч может быть между вами. Видите, энергетика пришла одна. У вас нет встреч, у вас нет свиданий, или он закрылся от вас, от встреч с вами, да? У него есть какие-то на то свои причины. А давайте мы посмотрим. Может быть, расклад нам покажет, что за причины у него, почему он так закрылся. И первая карта нам... Первую карту возьму, открою. А вот, видите, и сразу она показывает, что у него на сердце сплошные ограничения. Он не чувствует в душе, в сердце своем свободы. Да? Есть здесь препятствия и ограничения. Он как будто связан по рукам и ногам, ничего не может делать. Я вот эти карты сейчас еще посмотрю. И может быть где-то в больнице, может быть где-то в каком-то месте, да, вот учреждение. Вот эти карты мне еще покажут. Давайте дальше посмотрим. Я разложу в начале расклад. Карты вообще неплохие. Вот и как в преддиагностике рядом вот эта женщина была, да, и вот она идет на гроб. Она идет на гроб. То есть, скорее всего, с какой-то женщиной он прекратит, наверное, общение. Ага. Ну что ж, мечты у него исключительно о вас. Вот просто замечательно выходит, да? Он мечтает о вас. Он мечтает о вас, и чтобы вот показаться таким хорошим, благородным человеком. Он себя вот таким рядом с вами видит. А сейчас он не такой, видите, сейчас у него есть проблемы, поэтому, возможно, у вас ничего не складывается в отношениях. Давайте посмотрим эти карты, что они нам расскажут, в чем ограничения. Ограничения в удаче, да, финансовые, то есть здесь есть какие-то... С финансами, именно с финансовой стороной, как и в предыдущем раскладе, есть какие-то проблемы. Он думает, вот у него на сердце заработать денег. То же самое мне сейчас энергетика идет. Показаться перед вами таким благородным, хорошим человеком, богатым, который может вам помочь в чем-то. Ну, или просто он хочет быть вот таким, да, для вас именно. И...
Вот это у него на его сердце. Что вас как бы связывало, да, может быть, это связывал длинный путь у некоторых, может быть, ваши отношения не были легкими, вы, конечно, где-то, может быть, работали, может быть, также вас связало то, что где-то у вас были проблемы в жизни. Это может быть связано со здоровьем, с какими-то другими проблемами, да, и вот вы как бы вдвоем работали, пытались работать над чем-то, но у вас не получилось в итоге, видимо, да, раз вы задаете таким, вы смотрите на него и смотрите, что у него на сердце, ну и здесь и к тому же карта ограничений, то есть были ограничения в вашей жизни, и вы их долгое время не могли решить и не решили. Но уже то, что вы с ним вместе что-то делали, что-то начинали делать в своей жизни, говорит о том, что у вас есть возможность с ним построить что-то. Да? То есть вы готовы с ним идти в дальний путь и строить что-то. Вот таким вот образом. Ну, здесь с работой может быть также что-то связано, что не позволило вам где-то сейчас быть вместе. Может быть, вы сейчас и вместе, но все равно ограничения, они не позволяют вам строить что-то, да, то есть вот с таких ракурсов смотрите, на себя переводите. Все-таки расклады общие. Что его волнует? Сердце. А его сердце волнует любовь. Для него вот любовь с вами – это подарок судьбы. И он ждет, когда он сможет расслабиться, быть с вами наедине, когда у него все на сердце будет весна, праздник, да, любовь. Он этого ожидает. Но пока этого, может быть, нет, пока его волнуют вот какие-то ограничения в его жизни. Что, о чем он думает? Да, он думает и переживает об отношениях с какой-то хорошей женщиной. Эта женщина вы. Я обычно этого сигнификатора читаю как вас, только такую женщину, которая уже много испытала в жизни, вот даже посидела где-то. И вот здесь мне идет то, что он очень переживает по поводу отношений с вами, да, потому что это хорошая женщина. Мои расклады смотрят хорошие люди, хорошие женщины. Я уверена в этом. И здесь мужчина переживает об отношениях с вами, о том, что у вас что-то не складывается или не сложилось в отношениях, да, и он вас видит вот этой хорошей дамой, и мечтает, как я уже сказала, предстать вот с вами, перед вами вот в таком ракурсе, таком достойным мужчиной, вот, и быть рядом с вами, конечно же. Какие у вас чувства? У вас чувство того, что вот у некоторых разрыв здесь есть все-таки. У некоторых есть или ссора, или недопонимание в чем-то. И вы хотели бы в этом перемен. Вы хотели бы, чтобы вот это вот тоже, ну, как бы тяжесть от того, что вас кто-то обвиняет, или вы в чем-то себя вините, да, чтобы ушло, чтобы настали, наконец, перемены. Может быть, у кого-то какие-то есть еще судебные дела, да, вот вы хотели бы перемен в этом состоянии, хотели бы, ну, совершенно другого. Любит ли он вас? Есть карта взаимопонимания любви, но я могу сказать, что где-то он носил маски. Где-то он носил маски, или же в этой позиции еще кто-то вышел, кто мог препятствовать вашим отношениям, вашим встречам даже, да, вот такой вот момент. И здесь постоянно были какие-то подводные камни, которые вы, возможно, даже не замечали. Но они были. Они были, и именно сейчас, да, ограничения у него какие-то могут быть из-за этого. Что ждет в будущем? В будущем ждет то, что какая-то женщина идет на закрытие
закрытие чего-то, да, закрытие. Женщина может быть издалека, у нее тоже может быть много страхов, и в то же время она закрывает какую-то часть своей жизни. У нее закрывается определенный этап в ее жизни. Вот. Тут такой вот момент. Ну, закрытие, окончание – это не всегда, как говорится, полностью конец. Это также возможность начать свою жизнь с чистого листа. И, возможно, она будет более счастливее, чем была раньше. Давайте посмотрим итог. А в итоге все прекрасно. В итоге карты показывают, что колесо фортуны поворачивается в вашу сторону. Вас ждет, ну, как бы награда, да? Награда ждет вашего мужчины, и, соответственно, поскольку вы связаны друг с другом, и вас. Здесь этот расклад показывает, что если он хочет быть вот таким богатым, хорошим мужчиной, у него это получится. Это получится, потому что за его какое-то вот чистые намерения, его высшие силы обязательно поблагодарят. Да? То есть вот его чистые намерения, они, ну, как бы по достоинству будут оценены, и посыпется большая удача на него. Да? Вот видите, как из рога изобилия. Вот такие два расклада. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии. И всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.